Дорогие друзья, есть такое понятие в этом мире, как зависть. Что такое зависть? Вообще, один ученый сформулировал это понятие очень просто, и мне кажется, что очень правильно. Зависть – это сравнение. Когда человек сравнивает себя с вами и понимает, что у него нет того, что есть у вас и не будет, то у него появляется к вам зависть. Не обязательно, чтобы завидовали вашему материальному положению. Не обязательно, чтобы завидовали вашей красоте. Могут завидовать чему угодно. Вашему здоровью, чувству юмора, интеллекту, остроте мыслей, знаниям и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле не существует белой зависти. Это всего лишь начальная стадия зависти. И что самое интересное, любой человек, который завидует вам, он не понимает, что он завидует. Он не признается в этом никогда. Он и сам себе не признается. Он и для себя не считает, что он вам завидует. У него нет таких мыслей. Он считает, что он имеет право вас ненавидеть, унижать, поскольку вы нехороший, поскольку вы вредитель, поскольку, знаете, он всегда будет маскировывать свои грязные поступки таким лицом благочестия, что это для общественного блага. Вот так нужно. Он считает нужным вот так говорить. Он не считает вас достойным каких-либо привилегий в жизни, чего-то хорошего. На самом деле этого человека абсолютно не волнует, каким образом вы чего добились. Этого человека не волнуют ваши жертвы. Этот человек нацелен на то, чтобы просто-напросто разрушать вашу жизнь. И неважно, сколько вы будете делать добра, будете вы добрым человеком или не очень добрым человеком, богатым или бедным, абсолютно не имеет никакого значения. Если вы стали объектом зависти, то этот человек будет вас ненавидеть без причин. Даже если вы этому человеку сделали очень много хорошего, он будет желать вас уничтожить. В конечном итоге, в чем цель завистников? Хотите, я вам скажу? Ваша смерть. Да, они вам напрямую не скажут, я хочу, чтобы ты умерла, или напрямую не признаются, что они хотят, чтобы вас не стало на этом свете. Но на самом деле они делают все для того, чтобы вас действительно не стало на этом свете. Этому подвергались очень многие великие люди, очень многие. Зависти, ненависти, гонениям, писали очень много гадостей, например, про того же Пастернака, довели его до смерти, когда писали, что его надо расстреливать, убить и так далее. Только потом, после того, когда его не стало, через много лет оказалось, что эти статьи были заказные, и не читатели их писали. Но поскольку душа поэта, она очень уязвима, очень чувствительна, естественно, Пастернак очень сильно страдал от этих вот, как будто бы, мнений читателей, якобы. Из-за зависти Маяковского не стало. Довели его, сами знаете, до чего. Завидовали его простоте, его пробивности, его эмоциональным вот этим каким-то чертам характера, которые позволяли ему везде и всюду проявить себя, подняться. Завидовали страшно и в конце концов загнали его в угол. Завидовали Есенину, Асидоре Дункан и многим известным людям перечислять не будем. И не имеет никакого значения, насколько вы добрая или плохая. Например, Некрасов, который всех спонсировал, всем давал денег, всем помогал, считая своим долгом всем помогать, поскольку у него самого было не очень такое радостное детство и юность. И когда он чего-то достиг, он считал своим долгом всем помогать. Но спасибо ему никто не сказал. Наоборот, его проклинали, ненавидели открыто и так далее, довели до рака. И даже после смерти его ненавидели до такой степени, что вытащили его любимую собаку, раскромсали лопатой, то есть умершую, похороненную собаку. Вы представляете, до какой степени люди могут ненавидеть, завидовать, сами не понимая, почему и зачем? Абсолютно ничем не подтвержденная агрессия, потому что если человек сядет и даст себе отчет, из-за чего я ненавижу того или иного человека, окажется, что у него нет причин для ненависти. А чтобы такого не происходило, нужно ненавидеть. Просто ненавидеть, просто говорить, что этот человек сорняк, что этот человек ничего из себя не представляет. И вот на самом деле, заметьте, всегда говорят, что вы никто и ничто, и ничего из себя не представляете, как раз те люди, которые сами такими являются. Поскольку каждый человек мерит свою роль на вас.
Если человек на самом деле достиг всего, да, если он доволен своей жизнью, ему абсолютно неинтересна чужая жизнь и обсуждение чужой жизни. Обсуждают вашу жизнь те люди, которые на самом деле ничего не достигли. Один из великих сказал: зависть – это огонь, который горит вокруг тебя. И чем сильнее горит, и чем горячее вот идет тепло от этого огня, тем больше уверенности должно быть у вас, что вы очень многого добились, поскольку завидую только тем людям, которые на самом деле чего-то добились. И используйте их как топливо для того, чтобы получить энергию и подняться. Мой вам совет – используйте их как топливо. Потому что люди, которые говорят о вас за спиной, люди, которые вас обсуждают, люди, которые пытаются очернить вас, потому что самый первый признак зависти – это когда вот начинается вот это вот чернение имени человека. Сейчас, благо, есть очень много средств для очернения. Это интернет, например, можно зайти под разными троллями, под разными безымянными, как бы, профилями, написать всякие гадости и все такое и так далее. Да, это очень близко и рядом, это очень много такое происходит. То есть, когда вы это замечаете, вы не отчаиваетесь, не нужно делать себе, внушать, что вы вот что-то не так сделали, что-то не то допустили, раз это происходит в вашей жизни. Наоборот, вы поймите, что раз это происходит в вашей жизни, значит, вы уже добиваетесь многого, поскольку никогда не завидую тем, у которых которым нечему завидовать. Если вам позавидовали, если начали лить на вас грязь, значит, вы чего-то стоите, вы личность. Значит, первый метод, во-первых, посмеяться над этими людьми, как душевно больными, поскольку они действительно душевно больные, это ненависть и вся эта злоба, она их съедает. Второе, используйте их энергию как топливо. Когда люди постоянно о вас думают, они питают вас своей энергетикой. Направьте эту энергетику на себя. Вы будете подниматься, они будут опускаться. Поверьте мне, это проверено годами. Когда вы реагируете на них спокойно, с юмором, это их ранит, это их убивает на самом деле. Когда вы поддаетесь вот тому, что написано, тому, что сказано, это их раззадоривает, они будут дальше пытаться вас загнать в угол. Почему? Потому что у них в жизни на самом деле ничего нет хорошего. И они живут только той мыслью, чтобы делать вам больно, чтобы им было хорошо. Ни один великий человек не скажет, что вы ничтожество. Ничтожеством называют вас люди, которые сами по себе ничтожество. Поскольку ни один человек самодостаточный, счастливый, умный, человек, добившийся чего-либо, человек, который представляет собой личность, не будет говорить вам, что вы никто и ничто, поскольку никто и ничто на земле не существует. Даже последний бомж, он тоже кто-то, он тоже был личностью и есть личностью, и можно ему помочь, спасти при желании, при его сильной воле и характере и так далее, и так далее. Вот именно вот эти вот общие фразы «ты никто», «ты ничто», «ничего из себя не представляешь», это уже говорит о том, что человек вам завидует. И тем более, если вам это говорят без причины, без каких-либо на то оснований, просто так, когда на вас сочиняют всякие небылицы, это говорит о том, что человек вам завидует. Но он никогда не признает, что он вам завидует. Он просто скажет: а я вот так говорю, потому что я считаю, что ты действительно такая, я хочу вот это говорить, пусть люди знают, и все такое. Можно мотивировать чем угодно. Доносчики, которые отправляли в лагеря тысячи людей, писали письма анонимные, они тоже считали, что они делают общественно полезное дело, и отправляет ссылку людей. А на самом деле они завидовали просто. Завидовали интеллигентности, красоте, уму, чему угодно. Они уничтожали людей, тем самым злорадствуя, радуясь, что они причинили боль, разрушили жизнь человека. Понимаете? Поэтому любая гадость, любая глупость, любая сплетня, любой грязный слух, это говорит только об одном – зависть. Если человек вам не завидует, он может вам просто ответить на то, что вы ему сказали, но никогда первым не будет за вашей спиной говорить гадости. Тем более, если вы этому человеку, например, ничего плохого не сделали, а может, наоборот, сделали хорошо. Не имеет значения. Всего вам доброго. Я надеюсь, что мои слова вам все-таки пригодятся. Удачи.